И это еще одна безумно крутая раздача Street-on Poker Super High Roller 2019. В хедзапе за титул победителя и 1,4 миллиона долларов призовых сошлись Майкл Сойза и Сэм Гринвуд. У Майкла 54 больших блайнда, а у Сэма 27. Для хедзапа это не слишком большая разница. Чем закончится этот поединок? Кому достанется главный приз в 1,4 миллиона долларов? Это турнир с Big Blind Ante. Это значит, что все банки увеличены уже на префлопе. Это дополнительный повод участвовать во всех раздачах и бороться за каждый банк. Разница в выплатах между первым и вторым местом колоссальная – больше 400 тысяч долларов. В некоторых турнирах столько дают за первое место, а здесь лишь разница между первым и вторым. Нечасто игроки оказываются в такой ситуации. Гринвуд залимпил мастевый валет 9, у Майкла Сойза семерки. Это отличная рука для хедзапа. Он будет рейзить. $800 тысяч. Это 4 больших блайнда. Гринвуд точно не выбросит. Вопрос в том, сделает ли он кол или переставит. Возможно, он думает, что оппонент просто пытается выиграть первую раздачу хедзапа. Сэм уравнивает. Похоже, он хотел играть в хедзапе только маленькие банки, но уже в первой раздаче противник сделал большой рейз. Флоп. Посмотрите на этот флоп. У Гринвуда двусторонняя стрит-дроу, у Сойза третья пара. Неприятная ситуация, ведь в банке 1,8 миллиона. Сойза делает чек. Гринвуд тоже чекает. Восьмерка на терне. Если посмотреть на раздачу глазами Сойза, чек Гринвуда – это хорошая новость. На доске открылась вторая восьмерка, это означает, что семерки, скорее всего, годятся. Но стоит ли ставить? Мне нравится ставка Сойза. Он должен защищать свою руку и одновременно собирать value с рук слабее. Если бы у Гринвуда была десятка, он бы поставил. Поскольку на терне лежат две восьмерки, восьмерки у Сэма, скорее всего, тоже нет. Это надежная ставка. У Сэма двусторонка и преимущество позиции. Он не сдастся, у него хорошая рука. Он может усилиться до стрита, но если не получится, а противник на ривере сыграет чек, он может поставить и забрать банк блефом. В банке теперь 3,2 миллиона, это только первая раздача хедзапа. На ривере открылся король. У Сойза по-прежнему две пары, семерки и восьмерки. У Гринвуда пустота. Он не может выиграть этот банк на шоудауне. Единственная возможность забрать фишки – заблефовать Сойзу. Добрать семерок на такой доске после кола на терне не получится. Поэтому Майкл сделает чек и надеется на дешевый шоудаун. У Сэма валет 9. Банк слишком большой, чтобы сдаваться просто так и отдать банк даром. Он должен что-то поставить. Но что он может изобразить? Стал бы он ставить со слабой десяткой на value. Единственная рука, которую он может здесь правдоподобно изобразить, это восьмерка, но изобразить восьмерку трудно, ведь на доске уже лежат две восьмерки. Он ставит all-in. Сколько там в банке? Неожиданная игра.
Это первая раздача хедзапа. Гринвуд изображает восьмерку и только восьмерку. Именно столько бы он поставил, если бы у него и в самом деле была восьмерка, поэтому ставка выглядит очень правдоподобно. Он сыграл чекбэк на флопе, так бы сыграло большинство средних пар. Майкл Сойза бьет только блеф. Он должен подумать о всех комбо, которые он бьет. Он бьет бубны, которым не доехал флеш, он бьет валет 9, он бьет валет даму. Он блокирует 8-7. Несколько раздач назад Майкл уже сделал большой hero call. Сможет ли он сделать это сейчас? В банке 7 миллионов. Если Майкл уравняет, турнир закончится здесь и сейчас. Важно, что это турнир с шорт-колом, а это значит, что у Сойзы нет много времени на раздумье. Похоже, Майкл всерьез подумывает о коле. Ему надо решить, есть ли восьмерка у Сэма или нет. Хороший блеф от Сэма Гринвуда. Он уравнивает, вот это да! Молодец, это было здорово. Блистательный кол. Семерки годятся. Майкл чемпион. Хедзап за 1,4 миллиона долларов закончился за одну раздачу. Умение прочитать соперника и понять, блефует ли он, одно из самых важных качеств настоящего покериста. Напомним, что герою нашего ролика оно принесло более $1 миллиона. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавай, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании.